Друзья мои, здрасте, Даша, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Что вы здесь делаете? Я скучала о вас. Ну, мы встретились наконец. Наконец-то. У вас есть 3 минуты, здрасте. Здрасте. Слышите нас? Это не Раша? Алло. Вот, здравствуйте. Наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить по... Надо быстрее, поводу 2 минуты с половиной. Да, понял. Своей знакомой. У нее сын запивается. Вот. Я сколько не пытаюсь объяснить ей тактику поведения, там, что надо... А сыну сколько лет? Сделать, чтобы он понял это, там, ограничить его в чем-то. Сыну сколько лет? Это мой сын, я ничего не могу поделать, мне жалко его. Вот, и я бьюсь, как рыба об лед. Нам обоим его жалко, потому что не можете сказать, сколько ему лет. Ему 40 лет уже. Так, и вопрос в чем? Вот, вопрос. Как бы подсказать ей получше? Я ей передам, я ей говорил, что надо связаться с психологом. У нее, не понимает она ничего. Я вам отвечу на ваш вопрос. Ваши советы Спасибо. передал бы ей, как говорится. Сейчас даю советы. К сожалению, совет очень странный. Если он совершеннолетний, то ваша подруга ничего с этим сделать не может, потому что он должен сам, ее сын, лечиться. Во-первых, осознать, что у него есть проблема, что он алкозависимый, и, во-вторых, захотеть от этого избавиться. Все другие варианты, к сожалению, не жизнеспособны. Более того, я это описал в своей книге прямо в самом начале, когда я работал в особняке, который Горбачев подарил обществу трезвости, и там как раз наркологи и психиатры лечили алкоголиков. Поэтому, к сожалению, вот так. Ограничивать, не ограничивать, эта роли никакой не играет. Надо уйти из созависимости. Надо, чтобы ваша подруга жила своей жизнью. Чтобы она не была, заточена под то, что выпил ее сын, не выпил ее сын. Не жить этим. Жить своей жизнью. Это все. У нас есть звонок, а есть тайное сообщение. У нас есть звонок и сообщение. С чего начнем? Выбирайте. Звонок. Алло. Звонок. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такая трудная жизненная ситуация. У меня несколько лет назад от болезни Альцгеймера умерла мама. Вот, она долго болела, 7 лет. То есть это был такой человек яркий. Вот, и я видела, как она угасала. Вот, и теперь я смотрю на себя, на свою жизнь, на свои занятия, и вот все время такое ощущение, что я все время должна нагружать себя там умственно, как-то не расслабляться, чтобы не разучиться делать какие-то простые вещи, не знаю, и поэтому я как вспоминаю, как она не могла... Маме сколько лет было? Не помнила, не понимала, как играть в домино, там, какие-то простые вещи, как читать и так далее. Вот. А маме сколько лет было? Маме сколько было лет? Когда она заболела, ей было 63. Вот. Так, а вам сколько лет? Мне сейчас 42. И вы боитесь тоже заболеть Альцгеймером? Да, я боюсь, и причем я боюсь именно расслабиться для того, чтобы это случилось с мамой, когда она ушла на пенсию. Она работала в школе. И я боюсь сейчас расслабиться, чтобы случайно там у меня мозги не знаю, скажем так, все время работали, чтобы мне себя так нагружать. Вопрос такого будет? Состояния. Да, вопрос у меня в следующем. Как избавиться мне от этого состояния тревожного, чтобы без конца себя не готовить к этому. И как жить с этим дальше? Дело в том, что Альцгеймер на сегодняшний день уже лечится. Так что вы можете перестать играть в домино. Угу. То есть, по-моему, израильские ученые, я вам даже сейчас прочитаю, препарат, способный замедлить развитие Альцгеймера, создали фармацевты из США. Средство помогает организму избавляться от отложения бета-амилоида и тау-белков, это я не понимаю, набор звуков, который считается причиной нейродегенеративных изменений, это я понимаю, у пациентов.
я вам так скажу, специально мозг нагружать-то не надо. Просто вы работаете, да? Да. Есть ли у вас какие-то интересы, кроме работы? Есть хобби. Ну, какое хобби? Я вяжу, занимаюсь цветами. Ну вот. Читаете ли вы, ходите ли вы, я не знаю, музычку послушаете, в театр, Ну да, кино? конечно. Вот Если вы ведете, говоря по-русски, активный образ жизни, активный, то есть не лежите на диване, переключая каналы с одного сериала на другой, а занимаете активную гражданскую позицию, то все будет хорошо. А это первое. Второе, если даже вы боитесь, что это наследственность какая-то, вы же этого боитесь? Ну, этого тоже, конечно. Я, кстати, не врач, но, по-моему, это не наследственное заболевание. То, тем не менее, сейчас уже есть препараты, поэтому расслабьтесь и получайте от жизни удовольствие. А то, понимаете, Альцгеймера у вас нету, а вы уже жизнь-то свою губите. Да, потому что все вот это было на глазах, это было все так, тяжело. Ну, я понимаю. Это, от страха все происходит. Ну да, конечно. А страх не добавляет вашей психике здоровья, чтобы вы понимали. Поэтому, так как сейчас уже есть первые препараты, которые вообще замедляют этот процесс, особенно на ранней стадии, да? Вот, только что он появился. То со временем, когда вы подойдете к 60 годам, я думаю, уже полностью будет лечить. Так что, вот так. Ну, спасибо большое, спасибо. Как говорится, дай Бог здоровья. На здоровье. Еще звоночек. Да, давайте проверим, вроде есть еще. Алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Да, вы знаете, меня интересует какой вопрос вторичной выгоды. Очень часто, так сказать, в том числе и алкоголизм, связан с тем, что говорят, что существует какая-то вторичная выгода у человека. В этом случае люди, которые рядом находятся, они могут как-то повлиять на ситуацию, чтобы человек перестал пить? Смотрите, я не знаю, почему вы вторичную выгоду пристегнули к алкоголизму. Вторичная выгода считается, это понятие, касаемо психологии жертвы. Например, я часто получаю такие сообщения или такие пациенты приходят с такими вопросами. Например, Михаил, мне там 45 лет, я ненавижу своего отца за то, что он избивал мою мать. Я ненавижу свою мать, которая, все это терпела, и это некрасиво и так далее. И я говорю, слушайте, это отношения взрослых. И вот тут, когда начинаем этот разговор раскручивать, выясняется, мы же оба понимаем, что мать могла не терпеть побои отца. И он не ее отец, он просто муж. Она как-то жила до этого брака без него. Возникает вопрос, а почему многие люди терпят это модное слово «абьюз» и не разводятся? А вот и ответ. С одной стороны, потому что они привыкли к побоям, унижениям с детства от своих родителей. А вторая причина – это эта вторичная выгода. Например, а он работает, она не зарабатывает ничего. Такая, знаете, жена нового русского, да? Она не работает, у нее есть деньги. Таких вариантов много. Сколько людей, например, мучаются не на той работе. Говорит, изверг начальник издевается, орет на меня прямо матом. Ты хочешь сказать, не работай с ним. Говорит, вы знаете, такая хорошая зарплата, так удобно до работы добираться, что я еще посижу, потерплю. Понятно? Понятно, Какая при алкоголизме выгода, понятия не имею. Это надо с наркологом пообщаться. Я не в курсе. Может, почитаем, Малек? Да, давайте почитаем. Итак, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Наталья, я в разводе. Есть сын 17 лет и дочь 8 лет. Дети друг друга очень любят. Отношения между ними отличные. Скажите, пожалуйста, может ли дочка в будущем выбрать себе мужа, похожего на своего брата? Хороший вопрос. Может. Дело в том, что мы говорим о том, что либидо формируется у ребенка, окруженного взрослыми, которые сопровождают его детство, пубертат и так далее. Тут же возникает вопрос от огромного количества слушателей, а как быть, если в детстве у ребенка не было отца, а ребенок девочка? С чего же он будет лепить своего будущего мужа, когда нет примера мужчины в доме? Я говорю, с чего-то вылепит как-нибудь. Все-таки ребенок ходит на улицу, а там мужчины попадаются.
он их видит. Потом бывают другие родственники, вот как раз братья, сестры, братья, деды, дядьки. А просто мужчины, попадающиеся, ребенку по жизни, они ему попадаются. Вот. И как-то он формирует, глядя на мужчин, какой-то светлый образ будущего мужа. Поэтому, если нет отца, то вполне другие мужчины могут ребенку компенсировать отсутствие этого мужчины. Продолжаем. Я, в общем-то, продолжаю отвечать, а вы продолжаете спрашивать. Темы никакой. А звонок есть. А звонок есть. Вот темы нету, а звонок есть. Как Значит, это? есть вопрос. Такая песня была: попы нет, а слово есть. Что это за Там чудесный только не попа, фольклор? Это Всё, девочка, я поняла. мама говорит, нет такого слова. Она говорит, это же есть, а как слова нет, что ли? Все, поняла. Спрашиваем, кто там у нас на линии? Кто там? Кто там? Алло, Здрасте. Да. здравствуйте. Меня зовут Иван, я из Пензы. Звоню, в общем, хотел бы спасибо сказать, вам за то, что вы делаете, как бы. На здоровье вам. Вот. И у меня знаете, у меня такая проблема, я как бы, человек, зависимый человек, в общем. Вот, у меня проблема, зависимый. И у меня такой вопрос, у меня такая насущая проблема, то, что я, знаете, постоянно подстраиваюсь под людей, угодничаю, вот, и как бы я вижу это, свое поведение, я не могу как бы избавиться. Знаете, допустим, когда нахожусь в каком-то таком состоянии, когда, допустим, я злой, и подобное состояние, то есть я могу становиться самим собой. А в таком обычном состоянии, то есть я как-то подстраиваюсь, понимаете, в духе, а что они подумают, и так далее. Угу. И вопрос ваш? И какой у вас вопрос будет? Что с этим делать, в общем, я это вижу, как вы видите, а что с этим делать, я не знаю, как быть. Да, как давайте быть собой, разберемся. Вопрос хороший. Что с этим делать? А чтобы ответить на вопрос, что с этим делать, надо ответить на вопрос, что это такое. Желание или потребность, необходимость под всех подстраиваться связано первое с неуверенностью в себе, с низкой самооценкой, с желанием одобрения от других людей, с желанием лояльности от других людей, чтобы люди тебя любили, чтобы они тебя принимали и так далее. То есть, когда человек себя недолюбливает, когда он сам себя не ценит, ему важно, чтобы за него это сделали другие люди. И другие люди, из-за того, что он им не перечит, что пытается быть лояльным, комфортным, они как бы должны, как он думает, как вы думаете, Иван. На самом деле это все неправда. Я сейчас об этом тоже скажу. Что за это вас будут любить. За это никто еще никого не любил, и вы не получаете все равно того, что вы хотите, даже когда вы подстраиваетесь под человека. Более того, вы живете какой-то странной жизнью, где вы живете не так, как вы хотите, не вашими эмоциями, а тем, что от вас ожидают другие. Причина, их несколько причин. Например, авторитарные родители, которые не давали ребенку вести себя, как он хотел, а они на него давили все время. Потом ребенок был не уверен, что... Я не говорю про вас, я говорю вообще, как это бывает. Что родители его любят, и поэтому он пытался все время под них подстроиться, угадать их настроение, чтобы попасть как бы в нужное русло, чтобы они к нему лучше относились, родители. Не исключая я и наследственные истории, что сами родители или их родители тоже так вели себя, и это передалось. Я не знаю, я не генетик, но не исключаю, что по наследству это тоже может передаться. Дальше есть еще интересный факт, только не надо за него цепляться, он такой больше образный, чем реальный. Почему для вообще любого человека очень важно быть в социуме, и очень важно, чтобы социум его не отвергал. А дело в том, что наши предки не могли жить без социума, в буквальном смысле слова. Мы сейчас живем, нам, честно говоря, все равно. Примут нас люди, не примут. А любят они нас, не любят. Нам по барабану. Мы можем выжить в одиночестве. Многие так и живут. Живут одни,
как-то при этом существует. А предки наши жили в других условиях. Я имею в виду предки, совсем такие дальние предки. Первобытно, как у нас говорят, общинные предки. У них из изгнания, из стаи, из общины, из стада, это равно смерти. Было всегда. То есть пока люди вместе, они там охотятся, выживают как-то, друг другу помогают, воспитывают детей. Не всегда женщины, вот опять, да, разводили огонь и смотрели за едой, и нянчили детей, это неправда. Были периоды, когда женщина и охотилась, и воевала. Более того, были периоды, когда женщина и разводила огонь, и у ней было всегда больше одного мужчины на случай их смерти. Даже так смотрят на меня с неодобрением. Я смотрю с интересом, сейчас с заинтересованностью, как продумано все. Да, это. продумано, в природе все продумано. Потому что мужчины мерли очень быстро и много. В частности, в войне и на охоте, и женщина всегда сразу имела двух. Как бы сейчас сказали, один муж, один любовник, но у нее были другие цели. Это не про секс, это про выживание. И она заранее понимала, что одного могут грохнуть, и у нее второй в запасе уже стоял. Так вот, я хочу сказать, что в далекие времена, когда человека изгоняли откуда-то, то он просто реально умирал. Ну, его тут же поедали хищные животные. Человек, как животное, был слабый. Он брал не силой, он брал мозгом, который сильно превосходил весь остальной животный мир. Поэтому генетический страх быть изгнанным из социума у нас тоже присутствует. Но это сейчас, это как бы он такой атовизм, потому что мы и так можем жить без общества. А как эту проблему решить? Во-первых, нужно перестать спрашивать других людей о себе. Правильно ли вы сделали, как вы выглядите, идет ли вам эта майка, хорошо ли вы выполняете свою работу, довольны ли вами другие люди. Даже родную мать об этом спрашивать не надо. Дальше вы должны спрашивать себя, что вы хотите. Это должно стать ежедневным упражнением. И перейти от того, что вы хотите, что вы это понимаете, до того, что вы это делаете. То есть я хочу это, я это, собственно, и делаю. И когда в вашей жизни появляются другие люди, то они появляются по какому-то конкретному поводу. И вам нужно именно этот повод до них донести. То есть если вы разговариваете на какую-то тему, вы доносите смысл того, что вы хотите им сказать. А не думайте, как вы выглядите. Вам вообще надо попытаться где-то махнуть на себя рукой. Где-то не одеться, где-то не причесаться, где-то кое-как что-то сделать и ждать, когда другие люди вам сделают замечания, а самому впереди паровоза не бежать. Типа, ой, у меня нормально все, ширинка-то застегнута, ботинки-то зашнурованы, вот чтобы этого не было. И вы должны постепенно начать жить своей жизнью, и чем больше ваша самооценка, чем больше вы себя принимаете, тем меньше вы вообще зависимы от других людей. А пока у вас вот эта черная дыра в душе по поводу отношений к себе, эти люди вам очень нужны, потому что они вам компенсируют то, что вы по отношению к себе не думаете и не чувствуете. Кстати, знаменитое всеми девочками любимое слово «нарциссизм», а девочки, еще начитавшись в глянцевых журналах, говорят «перверзный нарцисс», это вот самый апофеоз такой истории. Человек вообще себя никак не любит, гораздо больше не любит, чем вы и вам, и живет только обожанием других людей. И как только другие люди его перестают обожать, он очень быстро сникает. Но это актер, скажем, невостребованный. Вот. Поэтому, когда вы перестанете, вообще интересоваться, что другие люди думают, ни в коем случае нельзя лезть в мозг другим людям, предугадывать, что они думают, что у них сейчас в голове. Вы думаете о том, что вы хотите сказать, а не о том, что они о вас думают. Поехали дальше. Почитаем сообщение? А то.
Или у нас Нет, есть... или почитаем. Почитаем, да, все-таки? Ну, давайте, почитаем. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, что делать, когда трезвые и неагрессивные мужчины-гастробайтеры начинают звать и кричать что-то вслед? Говорить им, что мне это не нравится, или просто игнорировать? Меня это злит. Однажды было такое. Мужчины со стройки кричали мне вслед, и я позвонила в полицию. Полицейские приехали и объяснили им, что здесь так не принято. Татьяна из Германии прислала нам такой вопрос. Ну, если вы можете на этом не циклиться, вы можете проигнорировать. А вот вы идете по моим правилам, да, вы должны сказать, что вам не нравится. Если вы им скажете, они вас вряд ли поймут. Потому что у них, откуда они приехали... Хотя вот только что я был в Турции, ну, типа я не видел, что кто-то за кем-то там бегал и что-то говорил. Ну, может, они просто туристов любят и стараются их не нервировать. У Даши другая точка зрения, да? Я думаю, что ко всему нужно относиться спокойно, не обращать внимания. Говорить будут всегда, что-то кричать вслед будут всегда, и совсем не важно, кто это по национальности и как этот человек выглядит. Да, у меня была смешная... кажется, если что-то вызывает раздражение, нужно себя от раздражителя как-то отдалить. Но если вы из-за этого как бы страдаете и переживаете, тогда абсолютно правильно вызвать полицию, и тогда вы будете иметь сатисфакцию. Или купить наушники. Я хожу с музыкой. Ничего не слышно, что происходит вокруг. Вот настолько все. Слышно, почему? Настолько все хорошо и спокойно, что ни на что не реагируешь. Есть еще вопрос. Пожалуйста. Интересный. Михаил, добрый вечер. После развода мои друзья и подруги стали относиться ко мне почему-то высокомерно. Немного пренебрежительно, если мы встречаемся, они семейными парами, а я одна. Мне первые передают счет для оплаты, несмотря на 8 марта. И все общение и 25-летнюю дружбу свели на нет. Как вы это объясните? Пишет нам Ольга. Страх. Это не друзья. Это не друзья. Они боятся, что теперь вы в свободном плавании. И уведете их мужей. И уведете их мужей, поэтому так себя ведут стрёмно. Полностью поддерживаю. Еще посмотрим, что нам из сообщений пришло. Да. Михаил, здравствуйте. Меня зовут Юля, мне 37 лет. Есть ли в психологии методы и какие, чтобы излечить от табачной зависимости? Пробовала много раз безуспешно. Ну, наверное, есть. Я могу сказать про свой метод, который успешно на мне был проэкспериментирован. Я курил 37 лет. Последние 10 лет я курил 3 пачки в день. И я никогда не мог бросить курить. Но я пытался несколько раз. Это было бесполезно. Почему? Есть такой феномен. Когда человек любит курить, и вообще любит что-нибудь, пить, курить, то ему, чтобы бросить, нужно бросить то, что он любит. А люди не бросают то, что они любят. Единственное, что может пересилить их любовь, это страх. Ну, там, онкология, еще что-нибудь, например. И я, собственно, потом уже понял, как психолог, что я бы и дальше пытался бросать курить безуспешно. А еще есть худший вариант, когда люди бросают, а потом обратно развязываются. Потому что они, как наркоманы, к этому возвращаются часто. Вот. И я так бы и не бросил курить. И в какой-то момент, я не помню, как это произошло, это было лет 12 назад примерно, я решил, что я курить не люблю, зато я решил, что я просто обычный тупой наркоман. И разница между любовью и зависимостью заключается в том, что когда ты что-то любишь, ты без этого жить можешь. А когда ты жить не можешь, то ты просто зависимый. Как бы ты это ни рассказывал про любовь. Вот. И я сказал себе, что я наркоман, что я не могу не курить, что к любви это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к наркотической зависимости. Я это сказал, казалось бы, вы спросите, ну и что, Михаил, что вы сказали, и дальше чего? Рассказываю, что было дальше. После того, что я сам себе признался в том, что я наркоман, я курил еще месяц примерно. Вот. И после этого я курить перестал. И в течение 12 лет я не только не курю, у меня самое главное, это самое ценное во всей этой истории, нет никакой тяги к курению. Более того, я часто нахожусь среди курящих людей,
У меня, собственно, родной директор курит. Прямо мне в рожу. И меня это не напрягает, что она не квартира бывает прокуривает. Хотя на балконе курит. Но меня это не напрягает, что я, когда мы в машине едем, она в машине курит. И я не говорю, знаете, как Брежнев, я был однажды на игре, он за «Спартак» болел, как и я, на хоккее в Лужниках, я помню. В году 78-м было. Огромный стадион, значит, понятно, что на стадионе нельзя курить, да? И вдруг все видят, где-то на балконе такое облако дыма поднимается. Все туда, весь стадион посмотрел. Это курил не Брежнев. Курила его охрана, ему запретили курить из-за здоровья. А охрана по его просьбе ему в рожу курила, чтобы он хотя бы дым понюхал. Вот это чистая наркомания. А когда ты сам перестаешь курить, а не бросаешь, то у тебя такого нету. Ни ломки нету, ни мыслей. Ты не пытаешься обратно вернуться и так дальше. Вот я 12 лет не курю и не страдаю по этому поводу. Считайте, что это один из способов. Да, вообще есть звонок. Хотите с кем-нибудь поговорить? Хочу с кем-нибудь поговорить. Давайте поговорим. Вот и поговорите. Убежал. Подождите, есть еще один звонок. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Илья из Москвы. Очень сейчас слушал вашу передачу. Очень интересно вы рассказываете про... с сигаретами все понятно, и с курением понятно. Хорошо, а что по поводу еды? Мне интересно ваше мнение. Ведь с этим не так просто расстаться. Сигарет можно просто избавиться. Вот вы знаете, с кем поговорить. Потому что я как раз об этом думаю в последнее время. Вчера зашел в баню, взвесился 109 килограмм с каблуками, а без них 107, я думаю. Вот. А должен весить где-то 85. Так вот, это очень похожие вещи. Значит, давайте разберемся с перееданием. Да, вас интересует? Да, интересно по поводу переедания. Да, абсолютная зависимость. Как говорят диетологи, нарушение пищевого поведения, заключающееся в двух аспектах. Первое, от тревожности. Люди налегают на углеводосодержащие продукты, потому что углеводы являются строителями нервной системы. По этой причине никто огурцами горе не закусывает, все шоколадом пытаются. Вы обратили внимание еще с фильма «Дневник Бриджит Джонс», что когда человек волнуется, переживает или страдает, он налегает на углеводы. Ему бы редиски пожевать с помидорчиком? Не. Вот именно углеводы. Потому что углеводы имеют свойство успокаивать. В них есть вещества, которые способствуют этому. Второе, это сам объем продуктов. То есть человек спокойный, и углеводов есть меньше, и еды есть меньше. Почему? Потому что он ориентируется на потребность своего организма. А вот при тревожности человек переедает по той причине, что у него должен быть настолько серьезный большой объем пищи, чтобы кровь отлилась из головы в желудок. Вы знаете, такое ощущение, как будто вы переели, и такая тяжесть в желудке. Это еще больше успокаивает, чем шоколад. Потому что, когда кровь оттекает из головы в желудок, человек такой, знаете, вот только рыгнуть и прилечь перед телевизором. Таким был Иван Андреевич Крылов, кстати, от чего и умер в результате. Он от переедания умер. Да, и, к сожалению, это тоже зависимость. Я вам больше скажу, хочу добить вообще тему. Есть еще любовная зависимость. И там тоже в этой зависимости принимают участие те же клетки мозга, которые худеешь. И с героином. Но там худеешь. Переедает точно так же. Да. Вот. Короче, это зависимость, и с ней надо, как с любой зависимостью, решать вопрос. Убирать причину зависимости, повышать самооценку, избавляться от тревожности. Все по одному сценарию. Я стал столько весить, потому что я курил почти 40 лет, и когда я перестал курить, то, как говорится, икота, перейди на Федота, с Федота до Якова, а с Якова на всякого. И моя зависимость никотиновая перешла, видимо, в пищевую. Я даже не могу сказать, что я прям сильно нервничаю, но за 40 лет вот этой вот наркомании, конечно, это, я считаю, последствия. Но надеюсь, что со временем и это тоже закончится.
Я вопрос тут прочитала, очень он мне понравился. Здравствуйте, Михаил. Вопрос такой: как жить среди неинтересных людей? Нет интереса общаться, скучно, обыденно, примитивно, не хочу. Заблокировала многих в телефоне, общение с близкими не избегаю, в подругах разочаровалась и прекратила связи с ними. Новых не стремлюсь найти. Вы знаете, это очень непростой вопрос по описанию, смахивающий на депрессию. Да. Почему? Дело в том, что есть кругом интересные люди, но вы о них ничего не говорите и не пишете. Стихотворение Евтушенко сразу вспоминается. Какое? Про людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как историю планет. Не знаете такое? Нет. Потрясающее стихотворение. Вот сразу хочется порекомендовать. Может, вы прочтете, Даша? Наизусть не помню, поэтому боюсь ошибиться, но могу найти. Ну, в общем, у нас время осталось 2 минуты. Я что хочу сказать? Что вы демонстрируете некую усталость от людей, от коммуникации, от общения. Вот это главное. А люди-то интересные, конечно, есть. Вам не интересно, потому что вы устали от общения.